I'm just one person. What can I do about global warming? I try to be environmentally aware. I try not to be wasteful. I try to do the right thing. But I'm just one person. Одной из самых упоминаемых глобальных проблем в мире считается экологическая. Лучший путь ее решения – это привлечение внимания и пробуждение социальной ответственности. Флешмобы кажутся успешным способом вызвать общественную реакцию. Всемирная акция «Час Земли» стала примером того, как хороший пиар и громкая тема экологии создали необходимый резонанс. «2007 год стал для Австралии худшим из тех, что помнило человечество. Экология стала реальной, фактической катастрофой. Нужно было действовать, однако для многих глобальное потепление выглядит как неразрешимая проблема. И тогда стал вопрос, как убедить каждого по отдельности, что все вместе они смогут изменить ситуацию. Ответ нашли – создать символическое событие, которое станет движением. Простое действие, которое создаст положительную точку отсчета. 31 марта на 1 час Сидней сделал громкое заявление по поводу наибольшей причины глобального потепления – угольной электроэнергетики, погасив все свои огни. Более 2 миллионов австралийцев выключили свет, подарив вдохновение всему остальному миру. В 2009 году это мероприятие стало самой массовой акцией в истории человечества. Сейчас оно стало ежегодным событием, которое проводит Всемирный фонд дикой природы. Проходит «Час Земли» в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывают всех выключить свет и другие нежизненно важные электроприборы на 1 час. Реакция на «Час Земли» в этом году была разной. Кто-то был в восторге от такого способа помочь экологии, кто-то считал это бесполезной тратой времени, кто-то даже не слышал о 60 минутах без электричества. Тем не менее, по всему миру прокатилась волна отключений, демонстрирующих, если не сплоченность, то хотя бы внимательное отношение к новостям. Электричество отключали не только в своих домах, но и на десятках достопримечательностей. Например, во время акции 2011 года более 1000 выдающихся памятников по всему миру выключили свое освещение. Среди них здание Empire State Building в Нью-Йорке, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Колизей в Риме, оперный театр Сиднея, буддийский храм Ват-Арун в Бангкоке, Королевский дворец в Стокгольме, Сити-холл в Лондоне, Эйфелева башня в Париже и многие другие. Также и тысячи организаций по всему миру добровольно приняли участие в акции. Люди разных стран, разных взглядов и разных профессий сошлись на том, что на час они могут остаться без света хотя бы из принципа. Программисты, бухгалтеры, инженеры, журналисты – все мы проводим по 8 часов в день перед компьютером. 8 часов в день – это 480 минут. 5 дней в неделю – это 2400 минут. 60 минут часа Земли, когда вы остаетесь без электричества. Насколько сложно это вынести? Конечно, мы с друзьями тогда сидели у меня дома и такие выключили свет и сидели в темноте. Кстати, здорово на самом деле. Такие свечки зажгли и сидели, играли в монополию. Я в это время гулял на улице. Да. Ну, я подарок ВКонтакте получил, и так получилось, но надо было. И мои друзья принимали. К сожалению, у меня не было такой возможности, поскольку я очень у меня тесный плотный график, работа, учеба. Да, это когда на час выключают свет по всей земле. Но у меня ЖЭК выключил свет, поэтому у меня его и так не было. Ну, я лично считаю, что это глупо и бессмысленно, потому что большие предприятия, которые работают круглосуточно, это нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, они же не останавливаются в этой части Земли и также продолжают загрязнять нашу атмосферу. В принципе, конечно, если мы просто на час выключим свет, это практически ничего. Гораздо более целесообразно, допустим, внедрять какие-то энергоэффективные технологии, там, заменять лампочки на энергосберегающие, пользоваться и развивать альтернативную энергетику. То есть это будет, в экономическом плане это будет больше эффект, чем просто на 1 час выключить. Но в плане того, чтобы поднять наше самосознание, чтобы мы об этом задумались, то, конечно, такие акции, они достаточно производительны, продуктивны и целесообразны. Поэтому люди либо равнодушны, они не присоединяются, они не видят в этом смысла, либо люди задумываются об этом и присоединяются.
У акции много скрытых смыслов, кроме очевидного. Для кого-то это отличный способ отвлечься от ежедневной, что уж тут ежегодной рутины и просто выйти на улицу. Может познакомиться с соседями, а может насладиться тишиной и посмотреть на звезды. Для кого-то это отличная возможность почувствовать себя частью целого человечества и нашей планеты. И даже если 60 минут не спасут Землю, они могут напомнить нам о том, что мы все еще можем ее спасти.